Всем привет! Сегодня мы приготовим 3 бургера, но у каждого из них будет разное время приготовления. Первый будет готовиться 1 минуту, второй 1 час, ну а третий целый день. Поехали! Итак, начинаем с самого быстрого. Котлету полуфабрикат перекладываем на тарелку. Отправляем ее в микроволновку на 50 секунд. Быстро достаем из упаковки булочку для бургера и разрезаем ее напополам. Также отрезаем пару ломтиков помидора. На нижнюю булочку выдавливаем кетчуп. Котлета уже готова. Выкладываем сверху на кетчуп ананасовый соус, ломтик сыра, помидоры и булочка. Все, этот бургер мы приготовили всего за 1 минуту. Давайте же его попробуем. Фу, вкус у этой магазинной котлеты просто отвратительный. Она испортила весь наш бургер. Все-таки для приготовления нормального бургера 1 минуты маловато. На приготовление следующего бургера у нас есть целый час. Поэтому ставим чашу на весы. Вливаем 100 мл кипятка. Также 100 мл молока. Высыпаем пакетик дрожжей. Немного сахара. Перемешиваем и даем дрожжам начать работать. Затем вливаем немного масла. Разбиваем 2 куриных яйца. Солим. И всыпаем 500 грамм муки. И ставим замешиваться тесто в комбайн. Кстати, это дико удобная и функциональная штука. Но когда-то я за нее переплатил. Если бы я тогда знал, что такие комбайны есть на AliExpress, а если делать покупки в дни горящего кэшбэка от Letyshops, то сэкономить можно в разы больше. Например, во время прошлой распродажи я купил вот такую крутую и мощную микроволновку. Раза в 2 дешевле, чем это стоило бы в магазине. Кстати, с 12 по 14 июля в AliExpress будет горящий кэшбэк, увеличенный в 3 раза до 15%. Например, если бы с обычным кэшбэком вы вернули 150 рублей, то с тройным кэшбэком вы вернуть 450. Специально для тех, кто хочет себе что-нибудь купить, а тратить много не хочет. Активировать горящий кэшбэк нужно на главной странице после регистрации по ссылке, либо в приложении Letyshops. Количество активаций ограничено, и у вас будет всего пару часов на совершение покупок. Ссылка на регистрацию Letyshops будет в описании. Забирайте хорошее, но ограниченное предложение. Тесто уже хорошо вымешалось, поэтому отрываем от него кусочки. Формируем шарик и выкладываем на противень. Накрываем пищевой пленкой и даем немного времени, чтобы они взошли. А пока разбиваем в пиалку 1 яйцо. И венчиком перемешиваем. Булочки уже взошли, поэтому смазываем их яйцом. Посыпаем кунжутом. И в духовку. Пока они готовятся, сделаем соус. Для этого берем немного петрушки и мелко ее нарезаем. Сбрасываем в бутылочку. Также берем 2 зубчика чеснока, раздавливаем его и нарезаем. Тоже сбрасываем в бутылочку. Достаем вяленые помидоры в масле. И очень мелко нарезаем их на полоски. А затем в поперек. Отправляем в бутылочку. И почти все оставшееся место заполняем майонезом. Хорошенько перемешиваем ложкой. И соус готов. К этому времени булочки уже испеклись. Будем использовать вот эту самую красивую. Берем помидорки черри и разрезаем их напополам. Выкладываем на противень. Поливаем маслом, посыпаем орегано, солим и тоже в духовку. Разрезаем напополам одну луковицу
И шинкуем на очень тонкие полукольца. Мнем его руками, чтобы лук отдал сок. И перекладываем в судочек. Сверху немного муки. Накрываем крышкой и трясем. Все, лук получается в тонком слое панировки из муки. Сразу отправляем в разогретое масло. Ждем, пока подзолотится, и достаем. Остается самое главное — котлета. Кусочек свиной шеи нарезаем на пластинки. Затем на полоски. И рубим ножом, как топориком. Буквально через 3 минуты готово. Хорошенько присаливаем фарш. Добавляем перец, анчо, чили. И с помощью ножа все это перемешиваем. Перекладываем фарш на кусочек пергамента. И формируем котлету. Отправляем ее обжариваться на сковородку. Через 2 минуты переворачиваем. Начинаем собирать бургер с нашей мягкой булочки. Разрезаем ее. Выдавливаем соус. Размазываем его. Сверху идет котлета. Ломтик сыра. Наши запеченные в духовке помидорки черри. Руккола. Хрустящий лук. И накрываем булочкой. Все, бургер, который мы в спешке готовили целый час, готов. Он уже выглядит по-ресторанному. Давайте попробуем. Да, вот это офигенный бургер. Мягкая, только испеченная булочка. Горячая котлета из нормального мяса. Вкусный соус и хрустящий лучок. В общем, бомба. Но на следующий бургер уйдет весь оставшийся день. Начнем со свиных ребер. Сначала нужно подцепить пленку и сорвать ее, чтобы маринад легко проходил внутрь. Перекладываем их на поднос и займемся самим маринадом. Целую головку чеснока раздавливаем рукой. И большинство зубчиков уже наполовину очищены. Достаем их. И отправляем чеснок в комбайн. Также нужен кусочек имбиря. Очищаем его. И бросаем в блендер. Также ползвездочки бадьяна. Небольшой кусочек корицы. Открываем вустерский соус и тоже вливаем. Смесь перцев. Острая горчица. Соль. Кленовый сироп для сладости. Ну и виски. Накрываем крышкой и все это перемешиваем. Все, снимаем блендер и заливаем наши свиные ребра маринадом. Хорошенько втираем, чтобы маринад проник как можно глубже. Обматываем пищевой пленкой.
И на 4 часа оставляем все это мариноваться. А пока сделаем булочки бриош. Открываем молоко. И отмеряем 60 мл. Отправляем пиалку в микроволновку и ждем 15 секунд. Уже в теплое молоко высыпаем пол пакетика сухих дрожжей. И перемешиваем. Всыпаем в большую чашу 180 грамм муки. Добавляем соль. Разбиваем одно яйцо. И самое интересное, мед. Добавляем пару чайных ложек. Вливаем сюда же дрожжи с молоком. Устанавливаем чашу в комбайн. И включаем его. Когда тесто замешалось, отправляем немного мягкого сливочного масла. И в финальный раз перемешиваем. Получилось такое мягкое тесто. Разматываем фольгу. И складываем лист напополам раза 3. И делаем вот такое кольцо. Ставим его на противень. Формируем из теста шарик. И отправляем в кольцо. Оно будет держать форму и булочка получится выше. Накрываем пищевой пленкой и даем взойти. После чего смазываем взбитым яйцом. Отправляем в духовку. Через 20 минут она готова, но получилась чересчур высокой. Снимаем фольгу. И смазываем булочку растопленным сливочным маслом. Срезаем у нее шапку. А нижнюю часть мы решили сделать тоньше. Ребра уже замариновались. Поэтому руками убираем крупные специи и перекладываем ребра в вот такие емкости из фольги. Подливаем немного виски. Накрываем слоем фольги. И фиксируем ее. Отправляем все это в гриль. И закрываем его. Готовиться они будут часа 2. А пока берем сотейник. Выдавливаем в него кетчуп. Вливаем кленовый сироп. Виски. Вустерский соус. Бальзамический уксус. Гранулированный чеснок. Горчица. И остается все это только выпарить. Ребра почти готовы. Смазываем их нашим соусом. И ждем, пока появится корочка. Все, они готовы. Достаем пару косточек. Отрезаем эту часть и нарезаем вдоль волокон. Получается такая рваная свинина. Но это не все мясо, которое мы будем использовать в этом бургере. Еще нужен стейк из мраморной говядины. Будем готовить его максимально по-ресторанному в су-виде. Перекладываем его в специальный пакет. Сверху перец горошком. Также свежий тимьян. И веточка розмарина. Укладываем пакет в вакуумную машинку. И вакуумируем. Готово. Теперь берем кастрюлю. На дно кладем керамическую тарелку. И заливаем водой. Ставим все это на печку. Опускаем в воду термометр и стейк.
И мы будем контролировать, чтобы на протяжении 2 часов температура воды не поднималась выше 60 градусов. Все, достаем стейк из воды и из пакета. Убираем все специи. И солим его. Остается выложить на гриль. И очень быстро с 2 сторон задать корочку. Все, стейк готов. Нарезаем его на кусочки. И видно, что стейк, приготовленный таким образом, имеет самую идеальную прожарку. Мясо максимально сочное. Сделаем соус. Разбиваем 1 яйцо. Выдавливаем горчицу. Солим. Немного сахара. Вливаем довольно много масла. Погружной блендер опускаем на дно. И превращаем все это в домашний майонез. Открываем консерву с ананасами. Сбрасываем кусочки в майонез. Сюда же кинза, свежий молотый перец. Катаем лайм, это разрушит его структуру внутри. Отрезаем кусочек. И выдавливаем сок. Ну и все это измельчаем. Соус готов. И последнее — это карамелизированный лук. Сначала берем марлю. Кладем на нее корицу, бадьян и перец горошком. Все это заворачиваем. Завязываем ниткой. Получается мешочек со специями. Красную луковицу напополам. Еще раз напополам. И шинкуем четверть кольцами. В сковородку насыпаем сахар. И ставим на плиту. Ждем, пока он станет карамелью, и всыпаем лук. Перемешиваем. Вливаем красное вино. Бальзамический уксус. И опускаем мешочек со специями. И просто все это упариваем. В конце немного масла. Перемешиваем и готово. Перекладываем на тарелку, чтобы все остыло. Начинаем собирать наш самый долгий бургер. На булочку идет соус. Сверху мясо свиных ребрышек. Соус, которым мы смазывали ребра. Листья салата. Карамелизированный лук. Ломтик сыра. Сочнейшие стейковые кусочки. Опять салат. Соус. И накрываем все это булочкой. Самый долгий бургер готов. В нем больше всего начинки, давайте же его попробуем. Да, он самый сочный, самый мясной и самый вкусный из всех, что мы сегодня готовили. Под прошлым видео я заметил комментарий, что вы хотите, чтобы я снял вторую часть выживания в деревне. Если это действительно так, то ставьте под этим видео максимально много лайков. Пишите в комментариях «Ванзай едь в село». И я тут же выезжаю в деревню. Подписывайтесь на канал и всем пока.